Друзья, всем огромный привет! Вас всех с наступившим Новым Годом! Самое главное, вам всем здоровья, долгих лет жизни, ну и всего-всего самого наилучшего. Ну а сегодня ролик посвящен таким вот дискам. Это старые отрезные диски и старые шлифовальные диски, лепестковые так называемые. Вам всем приятного просмотра, поехали! Покажу на основе вот таких двух самых стертых. Понадобится шайба, диаметр шайбы 24. Берем шайбу на диск вот так вот и обводим. Берем ножницы по металлу и начинаем резать. Сейчас прям нарежу вот такие вот треугольнички. А потом уже обрезаю. Очень хорошо режется. Да, немножко неровный, но это ничего страшного. Теперь взял сверлышко двоечку. И примерно буду по центру, ну на глаз. Ну желательно, чем ровнее, тем лучше. Но больше, наверное, проламываем, чем просверливаем. У меня нету никакого пробойничка. И также я сделал парочку разного размера, разного диаметра. Побольше, поменьше. Как видите, поставил необработанный диск. Просто хочу попробовать, стоит ли его обрабатывать там на гриндере, обтачивать. Либо он выровняется сам. Сейчас посмотрим, попробуем на куске металла. То есть, ну, как бы есть, да, неровность видно. Ну, в принципе, он поровнее уже сразу стал. Как видим, диск можно не обтачивать по-хорошему, а можно просто его поровнее отрезать, и он уже выравнивается, когда начинаешь резать металл. Ну и также отделы, вот, которые диски уже обточенные, ну, и, в принципе, они также будут работать. Ну, а что говорить, все, конечно же, рабочее. И у нас получилось безотходное производство. По итогу сделал вот для себя таких вот отрезных дисков разной толщины и разного диаметра. То есть, ну, зачем покупать, когда можно и самому из остатков сделать. Да, все это продается, все можно купить, но сделать также можно и самому, и не нужно покупать. Тема вот о таких старых зачистных дисках, но они уже все, они уже гладкие, уже прям сточились. И уже не счищают, а просто полируют. Но я хочу показать вам две идеи по восстановлению этих дисков. Теперь каждую рисочку здесь вот прорезаем. Каждую. После того, как по кругу прорезали, берем пассатижки, там кусачки и отрываем. Да, мы по ходу просто увидим, что нам нужно будет дорезать. Проще вот в эту сторону и брать, тут же прорезать и отрывать. Как видим, получилось вот так. Он, конечно, не заводской, не как завода, все ровненько-ровненько наклеено. Но, тем не менее, уже зерно появилось крупное, хорошее. Можно будет сейчас попробовать. Тот самый диск так и стоит, а то скажете монтаж. Так, ну в общем вот такая вот первая идея получилась рабочая. А сейчас покажу, как еще можно сделать из такого диска, дать ему вторую жизнь. Но правда, я думаю, что не все диски к этому подойдут, потому что они все разные, да, вот видим, здесь абразив прям другой. Берем его, он тоже уже, видите, все, отшлифованный, уже блестит. Для этой задачи нам понадобится простой фен. Будем им нагревать. Вот так вот получилось. Теперь надо убрать клей. Сейчас его можно, конечно, сточить. Я сейчас просто нагрею его немножко. И попробую сейчас просто ножичком
срезать. Он отлично срезается. Сейчас попробуем, покажу, что можно теперь будет с ним делать. Установил уголок. Здесь, как видно, сварка была. Просто попробуем его шлифануть. Так, друзья, ну как видим, все хорошенько убирается, все шлифуется. С диском ничего не случилось. Как он был, так он и есть. Еще поработать им также будет можно. Но у нас с вами получилось сделать такие идеи, как можно оживить старый диск. И что можно сделать еще с старым диском, сделать его абразивным. Я думаю, идея полезная, кому-то понравится, кому-то нет. Сколько людей, столько и мнений. Но кому понравилось, обязательно поставьте палец вверх. Вам еще раз огромное спасибо, кто смотрит, кто поддерживает. Вам всем крепкого здоровья, самое главное здоровья, любви и всего-всего самого хорошего. До новых встреч. Пока-пока.